И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы поговорим с вами о довольно интересной теме в индустрии видеоигр. Как уже видно из названия этого обзора, этого видеоэссе, мы сосредоточимся на сериях игр и на том, как разные компании по-разному относятся вообще к своим продуктам. Во-первых, позвольте мне установить самое главное. Я не собираюсь судить вас за ваш собственный выбор и сообщать вам, во что играть, как вам играть, что покупать и так далее. Вместо этого я спрошу вас, нравится ли вам покупать одну и ту же игру каждый год? Итак, серии игр варьируются от одного разработчика-издателя к другому, да, это очевидно. Лично для меня лучшим примером вот этой хорошей практики в сфере игровых серий является Nintendo. Да, их маркетинговая и ценовая политика, а также сетевой функционал в видеоиграх весьма сомнителен. Но когда дело доходит до геймплейного качества игр, они занимают, одну из лидирующих позиций среди всех и по праву. Именно поэтому их основные тайтлы и эксклюзивы — это практически одна и та же серия игр, одна и та же франшиза. Будь это Mario Bros, Metroid, Smash Bros, Zelda, Fire Emblem, Pokemon, и так далее. Эти игры предлагают совершенно разный продукт для разных консолей, которые дают, действительно высококачественный игровой опыт. Несмотря на их иногда, неоправданные, высоко неоправданные цены, особенно для нашего сегмента. Zelda под $80 стоит у нас, серьезно, это ни на какую голову не налазит, хотя игра крутая. Поэтому, несмотря на то, что Nintendo может продавать один и тот же набор персонажей из игровых серий, сами игры в итоге получаются, совершенно разные и не похожие друг на друга по геймплею. Единственное исключение в этом всем деле — это Smash Bros. Как и в любой другой файтинг-игре, основной игровой процесс остается прежним. Это поединок двух или более игроков, которые борются за победу, файтинг-гейм все-таки. Однако, каждая итерация Smash, Mortal Kombat, Tekken или любой другой системы файтингов также отличается улучшенной графикой, более точным и аккуратным управлением, режимами игры и постоянно меняющимися составами, тех игроков, персонажей, из которых можно выбирать. Потому что, всегда интересно играть за кого-то совершенно нового в любимой файтинг-игре. Кстати, это единственная на самом деле вещь, в которой Smash на данный момент плоха, но все-таки она предлагает игрокам все более и более худших бойцов с новыми обновлениями, и кажется, что она игроков не слышит, практически совсем. И, безусловно, даже в файтингах вы иногда можете испытать некоторую зацикленность, которая пронизывает практически весь жанр до такой степени, что вы начинаете задумываться, каким может быть будущее Mortal Kombat, Tekken, Smash или любой другой игры в файтинге. Будет ли добавление новых бойцов и улучшенной графики достаточным для того, чтобы заплатить мне еще раз все те же пресловутые $60? Тем не менее, справедливо будет сказать, что включение некой прогрессии в Mortal Kombat 11 помогает игре оставаться актуальной, релевантной и интересной для многочасового прохождения. Для Smash фанаты по-прежнему любят этот сериал, и с каждой новой игровой консолью Nintendo они просто получают новый улучшенный вариант своей игры, в которой они могут, играть только на новейших консолях. Но что, если в одну и ту же серию игр можно играть на любой платформе, она повторяется каждый год и предлагает практически минимум изменений, кроме графики? Что, если мы рассмотрим работы Ubisoft, Activision или EA? Они просто публикуют одни и те же игры снова и снова. Если вы, не согласны со мной по понятным всем причинам и считаете, что их основные серии отличаются друг от друга значительно, кроме графики еще чем-то, мне будет более чем интересно услышать ваше мнение по этому поводу в комментариях. Во-первых, начнем с гоночных игр. И для меня худшим примером современной гоночной игры является франшиза Need for Speed по целому ряду причин, которые называть уже даже стыдно, потому что их не называл только ленивый. Начиная с олдскульных Most Wanted и Carbon, серия NFS стала одной из самых скучных и неинтересных гоночных игр. Их последнее творение, NFS Heat, то есть NFS Жара, является примером кринжевого сюжета, плохой механики, слабого игрового процесса, который не должен быть в открытом мире вообще никогда, и вот так дальше, много чего можно наскрести плохого про нее. Но дело не в самой в игре, а в подходе EA к этому тайтлу. Полностью переработать одну и ту же игру снова и снова и подавать ее как новую. Что нового может предложить NFS? Вот давайте с вами подумаем. Только новые машины, как я вижу, потому что
практически нет никаких изменений в игровых режимах, типах гонок и каком-то нормальном сюжетном контексте за ними. Почему бы не предложить что-то совершенно новое? Например, там массовые гонки на 100 игроков, подобные ниндзя спидранам из Super Mario Maker, где вы соревнуетесь там с сотней других игроков или, простите, любой тип королевской битвы, по крайней мере, да? Почему нельзя реализовать его в гонках? В Тетрисе его реализовали даже. Нет, похоже, это слишком много работы для EA, поэтому этот издатель предлагает людям снова заплатить за ту же игру каждый год в ожидании того, что все будет ништяк. Это еще менее простительно, на мой взгляд, со спортивными этими всеми сериями. FIFA и Pro Evolution Soccer в основном не меняются от одного поколения к другому, потому что игровой процесс по факту остается абсолютно одинаковым. NBA и Madden также сильно страдают от этого, поскольку они могут предложить разве что там, режим карьеры, где вы можете играть в качестве менеджера, и различные типы турниров, где вы можете соревноваться с ботами или другими игроками. Я понимаю, что графику, безусловно, нужно постоянно улучшать, а людям нужно регулярно играть в футбол, баскетбол с друзьями, и это нормально. Но зачем продавать одну и ту же игру снова и снова? Опять же, действительно ли это справедливо по отношению к фанатам, которые постоянно покупают FIFA 18, которые потом должны купить через год FIFA 19, которые потом должны купить FIFA 20 и так далее, и так далее, и так далее. Да и зачем, если какие-то успехи и прогресс в каком-нибудь FIFA 9 далеком не будут как-либо отражаться в новейших играх? То есть ты все равно должен купить новую игру, чтобы играть в новую игру, а старой игры как будто не бывало. Вот я не знаю, как вам, но для меня это немножко в голове заедает. Последние примеры, как вы должно быть уже догадались, это Assassin's Creed и Call of Duty. Ubisoft, очевидно, старается изо всех сил не бить мертвую лошадь и предложить, по крайней мере, хоть что-то новое и обновленное в Assassin's Creed. Вроде там верблюда вместо лошади, которая была вместо кареты, и пустыни вместо лесов и городских сеттингов, которые, Assassin's Creed перешел от стелс-игры к полноценной экшен-игре с элементами RPG, у которой есть свои недостатки, безусловно, но тем не менее, Ubisoft пытается, и мы скоро увидим новую версию Assassin's Creed, и надеюсь, это будет что-то повеселее все-таки, потому что нам нужно по-настоящему избавиться от этих трейлинг missions, где нужно тупо ходить за человеком, и реально убрать эти мусорные диалоги из Assassin's Creed, которые чем дальше, тем хуже. Call of Duty, с другой стороны, похоже, не слишком старается в этом отношении. Конечно, они предлагают одиночную кампанию, которая длится 4-5 часов и состоит в основном из коридорного тира, да, с историей, которую вы можете посмотреть в любом другом боевике в вашем любимом кинотеатре за гораздо меньшую цену. Мультиплеер остается прежним, тем не менее, да. В Black Ops 4 они ввели режим Battle Royale. Слава богу, хоть что-то новое, который даже был по-своему веселеньким, но полная стоимость в $60 не оправдывал его для меня даже тогда. В следующих выпусках игры мы получаем такой же подход, который продемонстрировал нам EA. Более симпатичная графика, но все с той же механикой, и иногда даже казалось, что это один и тот же движок используется, только там чуть графен подрисовывается и текстурки потяжелее делаются. В связи с этим я спрашиваю, зачем платить снова, если вы можете играть в игры старшего поколения, которые можно купить гораздо дешевле прямо сейчас? Разве пара новых игровых модов и карт оправдывают цену? Это зависит от вас, конечно, безусловно, но для меня, совсем нет. Вы можете подумать, хорошо, чувак, если ты такой умный, то каким может быть выход из всего этого, да? И я вам отвечу, скорее всего, подписка на сервис. Возьмем, к примеру, какой-нибудь World of Warcraft. Они предлагают услугу подписки, чтобы продолжать доступ ко всему текущему, и только чтобы получить доступ к самому новому контенту, вам необходимо приобрести новейшее расширение. Это, безусловно, не самый лучший пример, потому что, технически World of Warcraft предлагает новый контент с каждым обновлением, но я надеюсь, что вы меня примерно понимаете, да, что я имею в виду. Такие игры, как FIFA, NBA 2K, Call of Duty и многие другие, которые незначительно все-таки меняются от одного обновления к другому, должны работать аналогично какому-нибудь PUBG, Fortnite, Apex Legends и другим играм с простым и повторяющимся игровым процессом. Вы платите либо за игру, либо за прогресс в ней, что устраняет этот абсурд с покупкой той же самой игры, поскольку при подписке ваша игра будет иметь текущую версию и включать в себя все то, что может вам понадобиться в данный момент. Таким образом, в общем,
Господа игроделы, вы либо создаете новый контент и предлагаете покупателям совершенно новый продукт для покупки за то, чтобы можно было заплатить свои кровно заработанные деньги за реально новую вещь, либо прекращаете эту чушь и устанавливаете стандартную абонентскую плату для поклонников, чтобы они продолжали наслаждаться геймплеем, который им нравится. Потому что в противном случае я считаю совершенно несправедливым, что игроки продолжают покупать одну и ту же игру снова и снова и снова и снова. И это неэтично, что разработчики игр продолжают выпускать ее и паразитировать на вот таком лояльном фанатском отношении любителей жанров. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет, и на какую игровую тему мне высказаться в будущем. Также не забудьте про стримы на Твиче, ссылочка к нему будет в описании. Я планирую выходить на трансляцию даже завтра в четверг, но это еще не точно. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить и обсудить все игровые темы. Также на ютубе в 15:00 наш разговорно-болтательный стрим, тоже приходите. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока!